Москва, начальнику Главного управления контрразведки. Сегодня, 13 августа 1944 года, неизвестная рация с позывными КО, действующая в тылах фронта, вторично выходила в эфир в районе Шиловича. Впервые выход рации с этими позывными фиксировался 7 августа из леса восточнее Столбцов. Непосредственно по данному делу, получившему условное название «Неман», работает оперативная группа капитана Алехина. Егоров. Болотом пахнет. Вот заметьте, во всех реках вода дает болотом, даже в Днепре. Ну ты понятно, меньше, чем на море, не согласен. Именно. Но вам этого не понять. Хижняк! Завтрака не вижу! Не шуми. Завтрака не будет. Возьмете сухим пайком. О, жизнь! Не пожрать, не поспать. Давайте. Ой. Давайте в кузов. Мы находимся вот здесь. Историческое место. Помолчи. Вчера 18:05 отсюда в эфир вышел коротковолновый передатчик. Предположительно, передача велась вот из этого квадрата. Будем осматривать лес. Угу. А текст? Будем осматривать лес. Нам нужны следы свежие, суточной давности. Поиски вести до 19:00. Оставаться в лесу позже запрещаю. Сбору Шиловичей. Будьте предельно осторожны. Действуйте по обстоятельствам. Погоны и пилотки снять. Документы оставить. Оружие на виду не держать. Приступайте. Есть. Не нравится мне этот лес. В этом лесу убили Лёшку Басоса. Лучшего парня на земле. Когда это? Месяц назад. Еще до тебя. Москва, начальнику Главного управления контрразведки. Розыск неизвестного передатчика по делу Немана осложнен отсутствием расшифрованных текстов радиограмм от 7 и 13 августа. Прошу вашего распоряжения о внеочередной дешифровке обоих перехватов. Нами предпринимаются меры к отысканию точного места выхода рации в эфир, обнаружению следов и улик, а также к установлению лиц, причастных к работе передатчика. Егор. День добрый. День добрый. Где у вас председатель? Старшиня? Да. Вон там.
пехоту и родную роту. Ну что, все ясно. Я по части постоя. Расквартирование. Может, у вас будут стоять? Ну, не сейчас, ближе к зиме, месяца через полтора-два, а не раньше. Только об этом пока никому. Ну что? Что я не понимаю? А много поставить? Ну, не знаю, как командование решит. Мое дело маленькое. Посмотреть обстановку, местность и доложить. Ну, смотрите. Только доложите, что больше роты нельзя. Их же обиходить треба. Я сам командиром отделения 3 года был, так что понимаю. Солдату в бою достается. А тут на постое ему условия нужны. А где их взять? Какие тут условия? Да. А как с водой у вас? А что вода? Воды хопить. И дров хопить. Вот только жильем тяжко. Полы, брат, все земляные, холодные. А дрова где берете? Да вон там, вон, за шашою. Где? За дорогой. А у вас же лес рядом. Ну так что? Мы в этот лес не ходим, за Воронина. Почему? Ты понимаешь, коли немцы отступали, преследование задержать хотели, думали оборону долго тримать, так мин понаставили. Понятно. Так что мы местные в этот лес ни кроку. Не ходим. А вот в последние дни. Вот, скажем, там, ну, вчера, позавчера, вы здесь незнакомых людей не встречали? Военнослужащих. Я почему спрашиваю? Тут кроме меня посланы еще 3 группы квартирьеров. Ну, так если мы для постоя одни и те же деревни, хутора выберем, ерунда такая получится. Понятно. Ерунда. Только последнее время насчет квартир никто не обращался. Не обращался. А видеть 2 командиров вчера вечером видел. Так. Так вы их в деревне видели? Не, они 2 от лесу и шли. А когда было, в котором часу? Вечером. Ну, а какие из себя, как выглядели? Обыкновенно выглядели. Один, значит, видать, постарше, поплотнее. Ага. Он впереди шел. А второй такой худой и, видать, помоложе. Понятно. Сынок. О, проснулся, щега. Сейчас мы с тобой спускаться будем. Ну-ка. Ну-ка, давай. Осторожненько. Давай сюда, давай. Давай, давай. Опа. Прилетели. Яблоки созрели. Давай, мыться пора. Знакомиться будем? Давай. Как тебя зовут? Партизан? Как? Партизан! Партизан, мыться давай, партизан. Партизан. Замахивайся. Ну, як малое, порося. Боже ты мой. Ну, Как же это, а? в налибоках. Немцы зажали партизанский отряд, его осколком от мины и задело.
Хижняк, Да, товарищ капитан. тебе вода нужна? Нужно. Давай я схожу. Да я сам, товарищ Давай, капитан. давай. Товарищ капитан. Мне воды. Хозяйка. День добрый. Воды бы мне. Не розумiem. Водички. Ага. Ma pan zapałki? Нет. Не курящий я. Da pan zapałki, ja dam mleka, jajek. Ha? A może ma pan gazolinę? 2 lampy. Dam więcej. А, нет, керосина нет. Czego on chce? Czego chcesz? Ha? Gada. Do widzenia, pan. Хозяйка. А кружечки не найдется? Nie rozumiem. Кружки, воды попить. Nie ma wody. О, спасибочки. Хорошая. Не видели вы русских офицеров? Nie wiem. А солдат? Nie wiem. А может, кто заходил? Вчера или сегодня? Chcesz wiedzieć, czy... А, ухожу. Ja nic nie rozumiem. Жалко, что у меня нет керосина и спичек. До widzenia, пан. Хижняк! Поезжай. Понял, товарищ капитан. Pan towarzysz. Panie oficerze. Говорите тише. Pan pytał mnie w chacie, czy ja widziałem jakichś oficerów. Więc ja widziałem 3 rosyjskich Вы видели oficerów. 3 русских офицеров? Так. 3 rosyjskich oficerów. Wczoraj? Tak. Nie, to nie było wczoraj. To było przedwczoraj. Позавчера. Tak. Ага. Przedwczoraj jeszcze Вечером. było widno. Jeszcze było Еще было przedwczoraj. видно, светло было. А где? Ja widziałem, jak oni szli z lasu. Bardzo się spieszyli. Очень быстро шли. Bardzo się Понял. spieszyli. 3 rosyjskich oficerów. Tak. И куда они шли? No ja nie wiem. Ja w każdym razie widziałem jednego, mogłem rozpoznać. To był Pawłowski. Не понимаю, что значит. Сосед. Кто это, Павловский? No to jest mój sąsiad.
Мой сосед, Павловский ваш сосед. Так, Да. понял. Значит, Да, вчера да, да. шли 3 русских офицеров, один из них Павловский, ваш сосед. Tak, tak, tak. Понял. Pawłowski jeszcze 2 oficerów. Poнял. Дальше. Oni szli Дальше. bardzo szybko i oni szli do Julii. Не понимаю, кто такая Юлия. Julia to jest siostra mojej żony. Юлия сестра Siostra вашей mojej- жены. Tak, siostra mojej. I oni do niej szli. Женщина, I ona ma которая- dziecko ma. С ребенком. Z rybionką. Tak jest. Подождите. I oni do niej szli. Это ребенок Павловского? Tak, Это его жена. tak. Nie. Kochanka. Ona Да-да-да-да-да-да-да. pracowała u jego ojca. Так, подождите. А вы уверены, что это был Павловский? Ja go znam. Ja go znam, to mój sąsiad. А что он делал во время войны? On służył Niemcom w Warszawie. Кем? Кем служил? Nie wiem, Ну, nie wiem. хорошо. Где жил Павловский? Tu u swego ojca w chałupie, a gdzie mieszkał, tego nie wiem. А это дом отца Павловского. To jest jego ojca. Tak, tak, przyjeżdżał do jego ojca. А где отец Павловского? Nie wiem, Где отец Павловского? nie wiem. Не волнуйтесь, тут нет никого. Как думаешь, кто в тебя стрелял? Немцы. Скорее всего, немцы. В лесу кто-то есть. Возможно, это следы одного и того же человека. Тонкое жизненное наблюдение. Лично мне этот след ни о чем не говорит. Это отпечаток немецкого сапога, всего лишь, и не более. А здесь они наверняка ступали по корягам. И если бы один не наследил, ничего бы не осталось. Но родник же не слышен и с дороги не виден. Следовательно, сюда могли зайти люди, только знающие лес или бывавшие здесь. Или те, у кого есть карта. Родник наверняка обозначен. У нас еще есть Павловский. С ним, конечно, много неясного. Горбун тоже мутноват. Почему он в хате молчал? А потом следил за мной, догнал и все рассказал. Чего он так боится? Теперь Павловский. Если он служил у немцев под Варшавой, то как оказался здесь? Каким образом? Но ведь он мог оказаться в лесу во время передачи абсолютно случайно. Вполне. Да, но даже если он и не имеет к разыскиваемой нами рации никакого отношения, все равно он заслуживает внимания. Все это фактики в мире галактики. Вчера они выходили в эфир из этого леса, неделю назад под столбцами. А завтра обнаружить в этом лесу место выхода все равно, что отыскать иголку в стоге сена. Да и потом, под столбцами мы разве не старались? Ведь носом землю рыли. А толку? 2 консервные банки дырка от баранки. А этот массивчик побольше, поглуше и засорен изрядно. Москва неделю не может дать перехват. Паша, нужен текст. Да без текста мы будем торкаться, как слепые котята. Текст будет сегодня или завтра. А пока мы должны найти место выхода и установить, кто позавчера был в этом лесу. Привет. Майор у себя? Он занят. А кто? У него полковник. Замнач управления. Вить, помоги. Нужно срочно позвонить ПВЧ. Извините, товарищ полковник. Откроешь ему кабинет. Понял, да? Извини. Еще. Не в службу, а в дружбу. Разреши посмотреть следственные дела. Тетенька, дайте попить, а то так есть хочется аж переночевать негде. Ну? Скажи Сенчели, пусть покажет. Ага. Только карателей и пособников. Ага. Извини, начальство. Приходи завтра, поговорим. Еще минуту. Извини, ты на Каменских хуторах. Горбуна Станислава Свирида знаешь? Нет, и фамилия не встречалась. А Павловского? Какого? Один сидит у нас. Это старший. А сын? У него 2 сына. Товарищ майор. Заскакивай завтра, а? Спасибо. Павловский Юзеф Карлович. Моя жена осуждена за антисоветскую деятельность.
Мои сыновья действительно служили у немцев на территории Польши. Угу. Управление контрразведки фронта подполковника Полякова. Значит так, что касается Павловского. Павловский Казимир или Казимеш Георгиевич, 17 или 18 года рождения, уроженец Минска. По документам белорус. Да, не густо. Проверим по всем материалам розыска. Теперь, Павел Васильевич, относительно текста. Генерал Егоров только что связывался с Москвой, дешифровки до сих пор нет. Наши бьются пока без результата. Но обещают завтра или послезавтра. Так что дожимайте лес. Да. Горький. И спичка. Свежая. Еще что? Вот, смотрите. Ты что, думаешь, они здесь развертывали рацию? Можете убедиться. Забрасывали проволочную антенну, а потом стягивали ее. Товарищ капитан, сюда быстрее. Я их видел на хуторе. У них был вещмешок. Ветер стянул к хате и залаяла собака. Улема. Мне кажется,
Я его видел в Лиде. В машину. Моторы! Выезжаем! А бульон? Бульон же готов, товарищ старший лейтенант. К черту! По местам! Товарищ капитан, мне с вами? Или будут другие приказания? Останешься здесь, осмотри дорожку следов. Там должны быть хорошие отпечатки, связь в городе через коменданта. В Лиду! Давай, ешься! Уйдут, товарищ капитан! Уйдут! Не высовывайся из кузова! Давай, обгоняй! Слева давай! Сержант, ко мне! Быстро! Садись за руль. Есть! Как вы смеете обгонять машину старшего по званию? Извините, товарищ капитан, я не знал. А вам нечего знать. Есть правила движения обязательные для всех. И надо их соблюдать. Уйдут, сержант! Уйдут, выворачивай влево! Давай! Сержант, скорее, жми! Ай! Куда тебя несет? А ты куда прешься? Давай назад! Назад, быстро! Не шуми! Не шуми, у меня нет заднего ходу! Ну, говорю, разъезжайтесь! Не ори! Как я тебе ее уберу? Что? Ушли, товарищ старший лейтенант! Товарищ старший лейтенант! Убери машину! Убери машину! Пусти их! А ну, вылезай! Спокойно, я военный автоинспектор. Поехали! Поехали! Давай прямо. Это не та машина!
Товарищ капитан, не думайте, что здесь сок с продсклада. Одни догадки. Следы я проверил. Наши, армейские. С отпечатками, что у рудника ничего общего. Где начальник продсклада? Прямо и налево. Спасибо. Вы начальник продсклада? Что вас интересует? Майор, ЗИС И-1-72-15. Ваша машина? Это моя машина. Прошу вас. А что случилось? Не, пока ничего не случилось. Она, очевидно, из продсклада. Да. Но она приехала из Мариамполя, у нее еще сзади выломан кусок борта. Да, в Мариамполь машина ходила, но какая точно, не скажу. И потом, насчет борта, не знаю, мой зам транспортом ведает. Зам ведает. Понятно. Шофера знаете? Ну, а как же? И-1-72-15, Борискин. Так. Ну, так бы сказал бы ему что-нибудь. Но что он 2 месяца только. Понятно. А так бы, откровенно говоря, мало знаю. Шофер как шофер. Так. Мне бы хотелось побеседовать с водителем. Да. Посмотреть книгу учета личного состава. Да. И еще. Только что без шума. Хорошо? Все, понятно. Покушайте. Что? Нет, да, нет. Здравия желаю. Где капитан? У меня в кабинете ждет. Давай быстро. Понял. Давай. Товарищ капитан, ефрейтор Борискин по вашему приказанию прибыл. Книга. Ты когда борт сломал? Так это прошлой ночью на разгрузке. Я не виноват. Студер задним ходом разворачивался и врезал. Я докладывал. Ладно, проверю. Проверю. Вот капитан с тобой хочет поговорить. Это насчет чего? Узнаешь. Пожалуйста, садитесь, ефрейтор. Ничего, мы постоим. Вы куда-нибудь ездили сегодня? Ездил. В Мариамполь мешки возил. А, Вот маршрутный лист. так. Значит, в Мариамполь, да? Да. А кто еще ехал на вашей машине сегодня? Как кто? Никто. Нет, я. Может, подвозили кого-нибудь? Нет. Никого? У нас это не положено. всё. Продуктовая машина. Ага. Порожнем разве когда офицера подвезешь? Да и то своего из начальства, а посторонних ни насчет этого бдительность. Ну все, поэтому вы никого сегодня не подвозили? Нет. Ну, конечно, все. Хорошо. Пожалуйста. Значит, вы утверждаете, что за всю дорогу никого не подвозили? Так точно. Ну ладно. Все. Что полчаса назад здесь, в городе, с вашей машины сошли 2 военных офицеров. Ты что, забыл, что ли, Борискин? Забыл! Помнил! Тихо. Спокойно говорите. Что? По дороге попросились 2. Спокойно. Я их Я взял. понял все. Я понял. Пожалел. Тихо, я понял все. Вы курите? Да. Борискин, курите, Да. да? Курите, пожалуйста, да. Что? Ну, спокойно только. Кто они, откуда? Говорили? Нет, да я не спрашивал. Спокойно, подожди, спокойно. Мне-то это ни к чему. Я понял, говори. Садил их возле Давай. Садил их возле комендатуры. Так. Вы же видели? Так. Один капитан. Так. Лет 35 в годах уже. Так. Здоровый. Так. Обходительный Второй. такой, газеты мне еще на курево дал. Тихо, спокойно. Газету давайте. Они, небось, натворили чего, товарищ капитан? А второй кто? Второй лейтенант, молодой. Молодой был, А да? у одного еще слева фикса была. Зуб золотой. Вот через эту жалость одни неприятности. Эх, Борискин. Молодец, Борискин. Вот знал бы, что такое дело, ни в жизнь бы не связывался. Сегодняшний номер местной газеты. Очевидно, они утром выехали из Лиды, днем вернулись и сошли у комендатуры. Всего в городе на частных квартирах свыше 500 офицеров и до 200 командированных. Но искать надо в городе. Ну а если шофер врет? Он садил их на станции, они уехали, а мы будем искать понапрасну. Нет, не думаю. Они попросили его остановить у комендатуры. Но заходили они туда или нет, он не видел и не говорил. Ничего, будем искать в городе. Должны их найти. Да что вы все твердите? Подожди. Проходи. Значит так. Я беру под контроль станцию, прилегающую к ней улицы, и выезд по Варшавской в сторону Гродно. Ты, Женя? Да.
всю восточную часть города, Андрей. Центр города и базар. Все. Есть. НЭП. Некоторое оживление частного капитала и спекулянтов. Но ничего, придет время, их так прижмут. Небо совчинку покажется. О! Живут же люди, влюбляются. Ты знаешь, я его где-то видел. Да не где-то, а в комендатуре. Тыловая гусятина. Ты пуговку-то застегни, а то привяжется. Нет, не в комендатуре. Где же я его видел? Мне бы твои проблемы. Надо было их задержать на контрольном пункте. Вот учат тебя, учат. Да поймишь ты, наконец. Нам нужны их связи, нужны улики, факты. Может, они в этом лесу и не были никогда. А если и были, то совершенно не обязательно, что они имеют отношение к разыскиваемой рации. А, допустим, имеют. Брать их нужно. Доказательно и с поличным. Иван Семенович, хочу посоветоваться насчет огурцов. Для закуски? Не без этого. Иван Семенович, посмотрите, пожалуйста. Вот что вы можете о них сказать? Вот. Должик. Траку. Должик. 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 Траку. Это местные сорта? Это местный должик, а траку Прибалтика. За Вильно, Тракайский уезд, здесь его не выращивают. Точно? Так точно, с ручательством. По ориентировке Главного управления контрразведки разыскивается немецкий агент Павловский Казимир, по отчеству Георгиевич, также Иосифович. 1915 года рождения, уроженец города Минска. В начале войны Павловский, будучи сержантом Красной Армии, с оружием перешел на сторону немцев. Весной 1942 года с отличием окончил Кёнигсбергскую школу германской разведки и неоднократно перебрасывался в тылы Красной Армии радистом и старшим разведгруппы. Словесный портрет. Рост высокий, фигура средняя, глаза серые, лицо овальное. Броских примет не имеет. Особо опасен при задержании. Товарищ генерал, разрешите обратиться? Виноват. Ты узнаешь? А вот и второй. Без 3 минут 4. Можно предположить, что они условились здесь встретиться. Срочно Полякову Алехину. Направляю вам расшифрованный перехват по делу Неман.
Судя по тексту, вы имеете дело с агентами, ведущими наблюдение за железной дорогой. Установлено агентурные клички Матильда, Кравцов, а также наличие осведомленного агента в районе Шауля. Егоров. Блинов! Ты? Блинов! Вот это встреча! Здорово! Здорово! Говорили, ты после госпиталя в разведку попал за линию фронта. А ты по тылам кантуешься? Ну, как там в батальоне? Васек Косолапов, Терпячий, Скоков, а? И старой команды никого почти не осталось. Идем посмотрим. Наш эшелон на втором пути. Идем, а? Идем, Блинов. Скоро отправляем. На втором пути. Сейчас, Блин, ребят. пойдем. Блинов, пойдем. Сейчас, ребят, сейчас приду. Мы ждем тебя. Ты чего, Андрюш? Мой полк. Я понял. В Варшаву еду. А я ищи, собираю окурки. Не хочу. Проверяемый, подозреваемый, сам черт ногу сломит. Не хочу. Милый мой, да если этот окурок для дела нужен, за него и полжизни отдать не жалко, понял? В полку я хоть человеком был. Лучшим взводом командовал. А здесь что? Иждивенец ваш. И пользы-то от меня никакой. Да какой же ты иждивенец? А этих двоих кто нашел? А лейтенанта кто выследил? А след у рудника дурашка, да я же мысленно тебе аплодирую. Да толку-то что? Да толк будет. Как говорил товарищ Христос, ищите и обрящите. Dobry dzień. Dzień dobry, panowie oficerowie. Dzień dobry. Ну, слава богу. Кажется, причалили. Капитан Фомченко, старший лейтенант Лужнов. Развернись и жди меня. Есть. Идемте. Почему так долго? Можете проколоть еще одну дырочку для ордена. Мы нашли этих капитана и лейтенанта. Где они? Они зашли в дом номер 6 по улице Вызволенения. Блинов остался следить за домом. По данным комендатуры, фамилия капитана Николаев. Лейтенанта Сенцов. Они прибыли из воинской части 31518. Цель командировки указана стандартно. Выполнение задания командования. Блинов там не управится. 31518. Что за часть? Второй Белорусский фронт. Я сделал запрос. Полякова не застал, поэтому задержался. Если они действительно из этой части другого фронта, чего они здесь ладят по нашим хуторам? Как думаешь, твои соображения? Я думаю, что нужно понаблюдать. Но в любом случае, к утру будет известно. Ну ладно, к утру. Будет. Я сам звонил по ВЧ в управление 2-го Белорусского. И с литером весьма срочно передал за подписью генерала. Плачет по тебе губвахта. Вот кончится война, тебя посадить надо на полгодика. Вполне по заслугам. Уж я бы там отоспался. И ряжку бы наел. Во! А каков приказ Родины? Взять Казимира Павловского и тех, кто с ним. Это дом Павловских. А вот сам Павловский. Казимир. Для самой дорогой от Казимежа. Кто это, дорогая? Это Юлия Антонюк, родная сестра жены Горбуна. Отец Павловского, которого он любит, находится в тюрьме. Видите, дом заколочен. Безусловно, он захочет узнать о судьбе отца. Каким образом? Я думаю, через Юлю. Она прожила в доме отца 6 лет. И еще, я полагаю, что девочка у нее от Павловского. Занятно.
Москва. Главное управление контрразведки. 16 августа неизвестная рация с позывными КО в третий раз выходила в эфир в 40 километрах к востоку от Шиловического леса. Передача велась в движение, очевидно, с машины. На розыск рации и лиц, причастных к ее работе, нами ориентированы все органы контрразведки фронта. Егоров. Я вас слушаю. В связи с этим обнаружились весьма любопытные обстоятельства. При выезде из Лиды на КПП к водителю доджа Гусеву попросились двое, старший лейтенант и лейтенант. У старшего украинский говор. А, вещи у них были? Да, ранец с бурым верхом. Под озерами старший попросил остановить машину. Как он сказал, по малой нужде. Гусев остановил машину и тут же был оглушен ударом по голове. После этого ничего не помнит, но, слава богу, выжил. Удар приходится на левое ухо. Левша. Левша или человек с одинаково развитыми руками. Что маловероятно. Потом оттащили в кусты и 2 раза еще ударили ножом в спину. Так, изъяли красноармейскую книжку, проездные документы и деньги. Примечательно, что пропал самодельный портсигар из дюраля. А наручные часы остались. Для чего я тебе так все подробно рассказываю? Смотри. Вот это. Вот это. Отпечатки шин угнанного доджа. А это следы машины, обнаруженные нами под столбцами. Вроде полная идентичность. То-то и оно. Значит, скорее всего, завладев машиной, они проехали столбцы. Это около 200 километров. Свернули в лес и вышли в эфир. Это было 7 августа, в день первой пеленгации. Как видишь, и дата, и место эфира, и час совпадают. Затем почему-то вернулись назад и замаскировали машину, которая нами найдена. Теперь как будто ясно, что неизвестные, захватившие додж, имели рацию, которую мы ищем. Улавливаешь, Павел Васильевич? Пытаюсь. Пытаюсь. Значит, или рация у них находится где-то под столбцами, или они были с кем-то связаны. И, может быть, рацию потом перевезли и спрятали у Шиловического леса. Может, даже в самом лесу спрятали. И я так думаю. Существенная деталь. Из кузова доджа пропала малая саперная лопатка. Тайник? Скорее всего. Большая саперная на месте, весь инструмент на месте, топорик на месте, а малая пропала. А вот это нашли в кузове угнанного доджа. Ни Гусев, ни командир автобата Сало в такой упаковке никогда не видели. Да. Найти тайник в таком лесу, как Шиловический. Еще раз. Что у нас есть? Один из них левша. Так. Другой, возможно, украинец. У нас есть место выхода в эфир. Есть текст. Кое-какие улики. Зацепиться не за что. Добрый день. Здравствуйте. Я из комендатуры. Проверяю расквартирование военнослужащих. У вас на постой военный есть? Есть. Так. А разрешение комендатуры? Документ? Не понимаете? Документ. Есть. Proszę pana. Документы у меня в порядку. Нет, ну что ж, документы у вас в порядке. Пожалуйста. А где же проживающие ваши? Офицеры. Вы проводили się? Как проводили? Они что, уехали, да? Tak, ujechali. Oni поискали insze mieszkanie i нашли insze mieszkanie i inszy chleb. Oni są... Proszę bardzo. Oni заготовляют produkty w swojej части. Pokupują po wsi świnie, cielaki. Ja nigdy nie miałam zwierząt.
Tak, mój mąż, nieboszczyk, miał tylko psy do polowania. Przepraszam bardzo. Co ty, wstrętna babo? Ja ci dam, ja ci pokażę, o co ci chodzi znowu! Ja tego nie znoszę takiego sąsiedztwa! Patrzcie na mnie! Zobaczcie, co się stało z moim... Что-то случилось? A, to taka sąsiadka. Oficerowie, jak wychodzili w nocy, podeptali jej gрядки. А, они что, через ее огород, что ли, ушли, да? No tak, dlatego, że w nocy bliżej im było do centrum po prostu. Почему ja winowata? Przepraszam pani, что это? Co? Вот. Это oficerów. Tak. Здравия желаю. Живой? Живой. И неплохо устроился. А нас по дороге обстреляли. Еле проскочили. Зашейте. Безопасность родного начальства обеспечить не можете. Так ночью спать надо. Сон смерти, брат. Уснул, помер. Изжил хозяина из кабинета. Чаи гоняешь. До начальства далеко, как у Бога за пазухой. Неплохо. Где Алехин? Здесь. Шифровальщик на месте? Так точно. Давай его сюда. Есть. Что нового по Николаеву и Сенцову? Прояснили? Они сегодня ночью ушли. Как ушли? И до сих пор нет ответа на Вы запрос. что, их упустили? Здравия желаю. Капитан Алехин, вы работаете по делу 11 суток практически без результата. Чем объясните? То есть как без результата? Мы делаем все возможное. Я не знаю, что вы делаете. Мне нужен результат. А пока его нет, все это мышиная возня. Почему вы не бриты? Почему по делу работает только одна группа? Вы же знаете, нет людей. Нет людей. Шифровальщик занят, товарищ генерал. Как занят? Вы сказали, кто вызывает? Так точно. У него что-то очень срочное. Дожили. Начальник управления вызывает шифровальщика, а тот занят. Дальше ехать некуда. Может, чай попьете? Почему так? Почему одна накладка за другой? Почему? Николаев и Сенцов ушли, и вы эту возможность не предусмотрели. Почему? Что делается по Павловскому? По Павловскому устроена засада в месте его наиболее вероятного появления. А есть еще какие-нибудь зацепки, кроме того, что якобы есть тайник, и что один из них левша, а один якобы украинец? Вот этот целлофан найден нами в додже. А этот Сенцов и Николаев оставили в доме Гролинской. Как видите, совпадает все. И дата выпуска, и номер партии, и фирменный знак. Все это существенно, но мало что дает. Фактов много, а практически ничего нет. Худо. Хуже некуда. Товарищ генерал, чрезвычайное сообщение. В воздух на ваше имя. Разрешите идти? Идите. Срочно Егорову. В соответствии с указанием Ставки, органам контрразведки предложено любыми усилиями в ближайшее время пресечь работу рации и обезвредить резидентуру. Для координации действий по розыску к вам направляется генерал-майор Мохов с группой оперативного состава. Также начинается переброска войск НКВД, привлекаемых для участия в операции. А для руководства их действиями в Лиду вылетает заместитель наркома внутренних дел. Читайте. Я это спиной чувствовал. Дело взято на контроль Ставкой. Вы сознаете, что речь идет о судьбе важнейшей стратегической операции? О судьбе более чем полумиллионной группировки немцев в Прибалтике? Да, сознаю. А вы понимаете, что любая утечка секретных сведений, любые разведывательные каналы противника должны перекрываться немедленно? Да, понимаю. Нет, не понимаете.
Сколько их всего? О численности всей резидентуры трудно говорить определенно. Ядро группы предположительно 3 или 4 человека. Столько у нас органов, а 3 человек поймать не могут. В чем дело? Товарищ Сталин, поверьте, делается все возможное. Не уверен. Не уверен. Сколько времени понадобится, чтобы покончить с ними? Минимально. Минимально. Сутки, товарищ Сталин. Вы согласны? Да, согласен. Хорошо, запомните. В вашем распоряжении сутки. Если за этот срок не будет с ними покончено, все виновные вместе с вами понесут заслуженное наказание. Вы свободны. Идите. Я беру его сам. Вы на подстраховке. Стой! Не двигаться! Документы! Вашу мать! Ну что смотреть-то? Холодный, как судак. Кому сказал? 5 раз сказал. Будет один, вы мне не понадобитесь. А вы? Ну, мы думали, он вас убил. Они. Помощнички и дряна вошь. Век бы вас не видеть. Гибрид. Советский верх с немецкими подошвами. Значит, ты был у родника. Накрой его плащ палаткой и никого не подпускай. Это понятно? Понятно. А вы за мной. Живо! Стой! Стой, тебе говорю! Куда ты? Стой! Не пущу! Не положено! Куда ты? Стой, я тебе говорю! Куда ты? А ну стой! Стой! Будьте Стой! наготове. Здесь его наверняка кто-нибудь ждал. Возвращайтесь. Пусть Лужнов отнесет девочку к Горбуну Свириду. Юлию заприте в хате и не выпускайте в темпе никакого шума. Надо ей объяснить, что это он сам. Да ничего ты ей сейчас не объяснишь. Надо немедленно прекратить этот крик. Будет сопротивляться, примените силу. Бегом! Есть! Ура! Единственное, что Из текста последнего радиоперехвата нам стало известно, что у них заканчиваются не только деньги и бланки, но и питание для рации. Завтра или послезавтра они ожидают груз. Они должны появиться там, на месте предполагаемого тайника, от 15 до 17 часов. Ставить себя на место разыскиваемых – это разумно. А вы не думаете, что и они, в свою очередь, ставят себя на ваше место? Но они же не знают, что у нас есть дешифровки перехватов.
и место выхода в эфир. И что нами найден додж. Разрешите? Вопрос о войсковой операции в Шиловическом массиве вами не рассматривался? Нет. А почему? А что нам даст войсковая операция? Хотя бы тайник, в котором, как вы полагаете, находится рация. Тайник сам по себе еще мало что значит. Нам нужны агенты, живые. Нам нужен момент истины. А войсковая операция чаще всего дает трупы. Товарищ генерал-полковник, я должен прямо заявить, я против проведения войсковой операции в течение ближайших 2 суток. Я настоятельно... Дело Неман контролирует сам. Вы меня понимаете? Да, да. Я прошу, считаю необходимым немедленно обратиться туда и разъяснить... Кому разъяснять? Кому? Это личное приказание. И если мы их в течение суток не возьмем, то завтра вас на этой должности не будет. И меня здесь не будет. Капитан, значит так. Осмотрите хату самым внимательным образом. Понятно? Понятно. Приступайте. Есть. Срочно Полякову. Проверяемые вами капитан Николаев и лейтенант Сенцов действительно находились в командировке в районе города Лиды с целью заготовки сельхозпродуктов. Трофейное сало им было выдано по накладной от 11 августа при убытии в командировку. Как же это так? Работаешь по версии на полную катушку, все складывается. Вот сейчас уже, вот, пахнет результатом. И все лопается. Как мыльный пузырь. По халатности, Павел Васильевич. Исключительно по халатности. Должен был подставить свою голову, но, извините, не успел. Вот чистые запасные бланки командировочных и продовольственных документов. Это откуда? Что? Вот это. Это Гусева. И лопатка, очевидно, тоже его.
Какого Гусева? Женя. Это супись. Жень. Слышь? Это чистейшая супись, ты понимаешь? Какая супись? Женя, такую землю я видел в этом лесу только в одном месте. И если это лопатка Гусева, то значит там должен быть тайник. Там мы их и возьмем. Блинов, голубчик, ну что же вы здесь сидите? Виноват, товарищ подполковник. Идемте. Значит, возьмете сейчас помощника коменданта и немедленно выезжайте. Алехин и Таманцев уже вас ждут. Товарищ подполковник, я не знал, мне надо переодеться. Я немного задержусь, у меня девушка. Нет, никаких сегодня... переодеваний, никаких. Немедленно выезжайте и с Богом. Давай. Слушаюсь. Товарищ капитан, вы из комендатуры? Я помощник военного коменданта. Почему не приветствуете старшего по званию? Идемте за мной. К машине. Побыстрее. Войсковая операция нужна в первую очередь вам. Так давайте ее проводить. Данной мне властью, независимо от ваших соображений, я буду вынужден распорядиться безотлагательно приступить к операции. Извините, товарищ комиссар. При всем уважении к вашей должности и вашим полномочиям не могу не возразить против того, что считаю бесполезным и преждевременным для работы. Все решает Москва. Я послал запрос. Не стройте иллюзий! Вы занимаетесь розыском 13 суток. 2 недели. А что в результате? Баран начихал. Мы не можем и не будем держать здесь людей сутками. У нас своих дел по горло. Извините, товарищ комиссар. Где вы ее нашли? На чердаке Павловского. Где Павловский? Застрелился. Виноват, товарищ генерал. Это что? Старшая группа, которая работала по делу? Извините, товарищ комиссар. Уходите. Капитан Алехин, вы из комендатуры? Помощник коменданта города. Очень рад. Будем действовать вместе. Благодарю. Костя, спички. Ловите. Вам уже известно, что разыскивается группа, представляющая значительную опасность для действующей армии. Угу. По имеющимся предположениям, они могут сегодня
во второй половине дня появиться здесь, в лесу. Наша задача под видом комендантского патруля – проверка всех проходящих мимо нас в определенной обстановке по той дорожке. Что значит в определенной обстановке? На месте вы все поймете. Костя! Последовательность проверки. Сначала основные документы, удостоверение личности и командировочные предписания. Затем второстепенные. После этого нам необходимо ознакомиться с содержимым вещевых мешков, проверяемых, или другого багажа. То есть как ознакомиться? Вы хотите сказать обыскать? Нет. Мы предложим им самим показать свои вещи для осмотра. Какова моя роль? Что лично я должен делать? Вы приглашены, чтобы мы действительно выглядели комендантским патрулем. Если они вас знают в лицо, такая возможность не исключена, они были в лиде, чтобы все выглядело как можно правдоподобнее. Наша цель – взять их с поличным или заставить их проявить себя. Для этого проверка с подстраховкой из засады. Место там безлюдное. Мы как бы их провоцируем, понимаете? Мы создаем им условия проявить себя, показать свою истинную суть. Это и есть момент истины. В чем же он может проявиться? Если это враг, они попытаются нас убить. Прошу вас, наденьте. Грязни у вас не нашлось? Из нее же суп можно варить? Это не у нас, а у вас. Мне ее выдали в комендатуре. Ну вот. Как у нас с оружием. За кого вы меня принимаете? Я на фронте с 41-го года, и, поверьте, бывал в таких переделках, по сравнению с которыми ваша операция просто загородная прогулка. Но я верю вам, верю. Вы на передовой когда-нибудь были? Да, мне приходилось. Приходилось. А я 3 года на передке. И если бы не ранение, поймите, я боевой офицер. В комендатуре я случайно и не задержусь. Говорите потише. Да вы что, психа из меня сделать хотите? Здесь же нет ни живой души. И куда уж тише, и так шепчу. Это вам так кажется. Мы только что прошли засаду. Они предупреждены по радио, знают меня в лицо. Иначе нас давно уже проверяли бы. Да вы не обижайтесь, это специфика. И вообще, лес шума не любит. 107, 108, 109, 110 точно. Так, а туда, значит, 147. По моим расчетам, мы должны встретиться с проверяемыми вот на этом вот месте, у этого пенька, ни дальше, ни ближе. Теперь запомните. Во время проверки держимся уступом. Один сбоку и позади другого. Вот, допустим, это вы, так? Это я. Или же наоборот. При этом задний подстраховывает переднего. Одновременно нас будут подстраховывать из засады. Ну и держитесь свободно, уверенно. Вот. В случае неподчинения проверяемых, обострения, напряженности ситуации требуется максимальная боевая готовность. При этом нужно фиксировать Вальтер в кармане. Андрей, будьте любезны, подождите минуту. Как видишь место? Нормально. Отлично. Держи ноги на ширине плеч, главное, не напрягайся. Вот, теперь во время проверки запомните 2 условные фразы, которые я скажу. Не могу понять, это предельное внимание. И будьте любезны, это боевая готовность. В случае чего стреляйте только по конечностям, даже если вас будут убивать, стреляйте только по конечностям. Так еще. Главное, ни в коем случае не закрывайте проверяемых от засады. Вопрос жизни, понимаете меня? Да. Вопросы есть? До которого часа мы здесь проводим? Я затрудняюсь вам сказать, а что? Мне до 8 непременно нужно вернуться в город. Прошу вас. А это наша персональная радиосвязь. Сиди. А теперь давайте перекусим, а? Самое время подкрепиться. Спасибо, не хочу. Андрей, застели пень газетой. Товарищ капитан, присаживайтесь. Теперь, если не будешь отдыхать, пойди на свое место в засаде, потренируйся, обживи его. Так точно. Подожди, ты осторожнее. Траву не при мне, не наследи. Понял.
По ориентировке Главного управления контрразведки разыскивается особо опасный террорист, немецкий резидент Мищенко Иван Григорьевич, 1905 года рождения, уроженец Ростовской области, русский из казаков, сын крупного землевладельца. Словесный портрет. Рост выше среднего, фигура плотноватая, глаза голубые. При серьезном разговоре слегка прищуривается, уловим южно-русский говор, броских примет не имеет, особо опасен при задержании. Товарищ капитан, девятка передает. Трое в военной форме пересекли просеку и движутся по дороге в нашем направлении с 2 вещмешками, оружие в кобурах. Все. Началось. Срочно Егорову. На ваш запрос Ставка ответила отказом. Войсковая операция должна быть осуществлена сегодня. Последний срок ее начала – 17:00. Считаю своей обязанностью предупредить, что если Неман не удастся реализовать поимкой агентов и захватом рации, вы и подполковник Поляков будете преданы суду специального трибунала. Колыбанов. Товарищ капитан! Товарищ капитан, первый передает. Немедленно покинуть лес и вернуться в расположение части. Да они там что, чокнулись? Они соображают? Лично я никуда не пойду. Даже если прикажу я, а не первый, не только пойдешь, побежишь. Рванешь так, что Виллис обгонишь. Выходите на поляну. Но я, допустим, побегу. А лично вас такой вариант устраивает? Да это же чистая перестраховка. Они что, о наших шкурах заботятся? А когда мы неделями лазим по лесам в одиночку среди банд? Да ничем не рисковать, ничего не иметь. Паша, мы не должны отсюда уходить. Я категорически против. Я не мальчик и не стажер. У меня за розыск 5 боевых орденов и требую, чтобы с моим мнением считались. Сообщи генералу немедленно. Я тебя прошу. Требую категорически. Можешь валить на меня, как на мертвого, я за все отвечаю. Но ты прокачал ситуацию, неужели ты не понимаешь? А если они Неман? Ты возможные последствия представляешь? Их же не сумеют взять теплыми. Паша, а момент истины? Все. Выходите на поляну. Срочно передайте первому. Вас не понял, прошу повторить. Товарищ капитан. Передавайте. Есть. Я четвертый. Вас не понял. Прошу повторить. Я четвертый. Товарищи офицеры, попрошу предъявить документы. Комендантский патруль. Кто вы такой? Ваш мандат на право проверки.
Помощник военного коменданта, 132-й этап на заградительной комендатуры, капитан Аникушин. Прошу. Пожалуйста. Вильнюс, Лида и прилегающие районы. Так. А в лесу вы что это делаете? Читайте, читайте, там все указано. Это... А где находится ваша часть-то? Должен заметить, товарищ капитан, что лес не самое подходящее место для подобных разговоров. А мы это офицеры комендатуры. Нам, значит, это положено. Кроме нас тут, понимаете, никого нет. А кто же еще это может услышать? А? Левша. Не факт. Это... А какие еще документы у вас есть? А что, этих разве недостаточно? Ну, это в городе было достаточно. А тут это не совсем. Вы извините, конечно, но вот вы нас проверяете, а вот кто вы такой? Я, например, не знаю. Мы-то? Да. Мы тоже это из комендатуры. Пожалуйста. Дежурный помощник. Что вас интересует? Расчетная книжка, вещевая, продовольственный аттестат, партбилет, наградные документы. О, давайте, давайте. Закон, как говорится, порядка требует. Служба и служба. Елатомцев А.П. Орден Красного Знамени, Орден Отечественной войны первой степени. Если они агенты, то этот наверняка старший, качай его. Проверки они не боятся. Кто они, как оказались в лесу, зачем? Морщил, обшивили губами. Хорошо они держатся спокойно. Особенности. Южно-русский говор, быстрее. Яковлев Иван, короткая верхняя губа. Мазанов пойман, Степанков пойман, Сердюк, Гуляев. Так. А у вас это... Какие еще документы есть? Чубаров Николай Петрович. Справка госпиталя. Форма номер 16 с наклоном соответствует. Недобрый у него взгляд. Очень даже недобрый. Мы с вами, как говорится, это земляки. В одном госпитале лежали. Я там тоже это, по ранению-то. Около месяца, да. Эх, у меня в госпитале женщина была, повариха. Ой, красивая, гладкая. Вы знаешь, вот как говорится, вот одно слово. Краля. Да знаете, наверное, да? Ну, Лизавета младший сержант она. Я поварихами не интересуюсь. А, да. А ну-то так это. Васин Михаил Сергеевич. Приказ от 17 июля 44 года. Свежеиспеченный. А вы это подполковнику Васину из штаба фронта. Вы не родственник? Нет. Эх, крепко как машете, а? Я прям подумал, брат или дядя. Нет? Он же тоже Сергеевич. Эх, умный мужик, голова. Генерал. Эх, мы с ним под Смоленском-то, знаешь, как сиживали-то. Ох. А он меня, главное, как встретит. Так, говорит. Как дела, говорит?
Комендатура. Я говорю, нормально, говорю, пока живой. А он мне обязательно, понимаете, да что тебе, говорит, поделается? Эх, вас, столовых крыс, говорит, из пушки не прошибешь. Шутник. Да. Ну ладно. Серия. Номер. Фотокарточка. Спокойнее. Играй попроще. Старший лейтенант Левша. Неужели это он пытался убить Гусева? Не факт. Федулов. Серые глаза, узкий подбородок. Подпись командира части натурально. А лейтенант напрягся на косвенном. И все же не факт. Качай, Паша, качай. Фактура бумаги, плотность. Южно-русский говор. Кошевой. Пойман. Чугунов. Гуляев. Алтунин. Южно-русский говор. Голубые глаза. Мищенко. Глаза с прищуром. Неужели Мищенко? Не могу понять. Начальник штаба батальона, так? Командир роты и командир взвода, так? А где же ваш это личный состав? Вот какое? Задание вы можете здесь выполнять, это без подчиненных. Не могу понять. Я тоже не совсем понимаю. Вы что, нас в чем-то подозреваете? В чем дело? Почему такая проверка, такой допрос? Это вызвано необходимостью. Какой? А что значит какой? Значит, нужно. Мы, как говорится, при исполнении обязаны. Вы нас это не оскорбляйте. Закон, как говорится, порядка требует, правильно? Служба есть служба. Да? И я спрашиваю, где находится эта ваша часть? В Новой Вильне. Неужели это Мищенко? Мищенко, 905 года рождения, ему 39, а этому? Глаза с прищуром, южно-русский говор. Словесный портрет, пожалуй. А может быть, это всего-навсего Елатомцев Алексей Павлович. Капитан Красной Армии, фронтовик, дважды орденоносец, коммунист. Мищенко – это фигура, не говори гоп. Не факт, что это Мищенко. Не факт, что они Неман. Качай, Паша, качай. Твоя задача заставить их проявить свою суть. Все безупречно, все соответствует, но что-то в них не так, что-то есть. А может, только кажется. Проверка документов их не волнует и ничего, наверное, не даст. И почему молчит помощник коменданта? Он что, забыл? Пассивно он себя ведет некачественно. А теперь, товарищи офицеры, попрошу предъявить для осмотра ваши вещевые мешки. На каком основании? В чем дело? Проверка личных вещей – это необходимость. Что значит необходимость? Мы не рядовые, не сержанты, вы не старшина. Кто вам дал право обыскивать офицеров? А мы это и не думали вас обыскивать. Я прошу, чтобы вы сами показали, что у вас в вещевых мешках. Понимаете, как говорится, добровольно. А если мы не желаем? То есть как это? Не желаете? Ладно. Давайте, как говорится, по-хорошему. Я вам это как офицерам. Только вы понимаете, как говорится, это никому. Вы 16-го, значит, были в Лиде? Ну, были. Все. Вот то-то и оно, понимаете. 16-го в Лиде с артиллерийского склада пропали 2 ящика взрывчатки. Мы-то здесь при чем? А есть указание, что ее вынесли весь в мешках, понимаете, офицеры, и увезли из города. А для чего, неизвестно, понимаете. Нет указаний. Может, это рыбу глушить, а может, мост взорвать. Чушь какая-то. Мы не были ни в каком складе. А кто ж знает-то, товарищи дорогие? Давайте-ка по-хорошему. Вы же советские люди. Есть указания. И я это прошу. По-человечески прошу. Показать, что у вас в вещевых мешках. Должен заявить со всей ответственностью, что мы в Лиде не были ни на каком складе. Не знаем ни о какой взрывчатке. И не желаем, чтобы нас обыскивали. Категорически. Ладно. Тогда придется вам проехать с нами это в комендатуру. Вы все равно в Лиду едете, правильно? Вот.
У нас это в Шиловичах машина. Там, правда, в кузове бойцы. Ну ничего, на вас аккурат место найдется. Прошу, значит. Будьте любезны. Пожалуйста. Если это вас так интересует, обыскивайте, только уж потрудитесь сами. К сожалению, у нас нет времени с вами ездить. Есть еще дела в этом районе. Но я буду жаловаться. Вот. Пожалуйста. Затянул узел. Ловко. Милый, это фокус для фраеров, мы его не раз видели. Обступили с боков. Отлично. Спокойно. Для них мы уже трупы. И все же не факт. Будьте любезны, встаньте на свое место. На какое место? В чем дело? Будьте любезны, встаньте на свое место. Вот сюда. Вы еще, может, нас по стойке смирно поставите? Это если понадобится, я поставлю. Мы это офицеры комендатуры, понимаете. Мы при исполнении служебных обязанностей. Я говорю, встань на свое место! Стань, как стоял. Вот так. Куда он вылез? На него что, затмение нашло? Как бы то ни было, атаманцев они не уйдут, если... Все. Взвод, окружать! Не стрелять! Малыш, держи коменданта! Стрелять только по конечностям! Падай, капитан, падай! Не стрелять! Ложись, комендатура, ложись! Порядок, двое наверняка теплые. Ты не ранен? Не царапинки, и малыш цел. У вас разбита голова. Давайте перевяжу. Успеется. Женя, запомни, это Мищенко. Вот она. Вот она, Телефункин. Лежать. Вася. Вася. Васька. Васька. Васька.
Васька! Паша! Паша, Ваську убили! Как убили? Ваську убили, Ваську! Убили моего друга, Паша! Паша! Ваську убили! Ты его убил! Нет, я никого не убивал! Это не я! Я жить не буду! Не хочу жить! Клянусь, я никого не убивал! Я прикончу Это тебя, не я! как падаль! Это Не не смей я! его трогать! Он убил Ваську, Паша! Он убил моего лучшего друга! Держите его, он же контуженный! Не смей, слышишь? Не Ты смей, еще смеешь врать? Ты еще смеешь меня обманывать? Может, ты позывные своего передатчика уже забыл? Не убивай! Позывные твоего передатчика! Быстро! Позывные твоего передатчика! Быстро! Как СТИ? А кого? Быстро! Быстро! Кого было? До четверга! Сколько вас приехало сюда в лес? Быстро! Кто старший? Быстро! Кто старший? Кто старший группы? Он! Его кличка для радиограмм. Кравцов! Настоящая! Настоящая! Не слышу! Мищенко! Матильда! Кто он и где? Под Жуляем! Он что, офицер штаба фронта? Звание! Быстро! Капитан! Пробальщик штаба фронта! Ты ведь радист? Как тебя зовут? Сергей! Хорошее имя. Ну вот что. Если не ты убил Ваську и даешь нам Матильду, тогда живи. Только дышать будешь, как я скажу. Понял? А если вздумаешь крутить, то не обижайся, Серега. Если вздумаешь крутить, то это будут последние минуты твоей жизни. Понял? Блинов. Товарищ капитан, бабушка приехала. Это точно. Ты все прокачал. Точнее быть не может. Я отвечаю. Срочно передайте первому. Я четвертый. Я четвертый. Бабушка приехала. В помощи не нуждаемся. Повторяю. Я четвертый. Я четвертый. Бабушка приехала. В помощи не нуждаемся. Паша, ты даже не соображаешь, какой ты гений. Мы их взяли, Паша. Бабушка приехала, слышишь? Ты прокачал Мищенко. Ты их раскрыл. Маятник качнется, сердце замирает. Что кому зачтется, кто же об этом знает? Что кому по нраву, кто кого в опалу,
что кому по праву выпало, попало, что судьба нам, братцы, к ночи напророчит, станет улыбаться или не захочет. Мы одни и плетим, мы одни уздаем, мы всегда успеем, мы не опоздаем. Настал час заката, маятник качнется, а без нас, ребята, драка не начнется. А без нас, ребята, драка не случится. Надо же нам когда-то с жизнью разлучиться. Что судьба нам, братцы, к ночи напророчит, станет улыбаться или не захочет. Мы поставим свечи, мы грустить не станем. Выпал чет или нечет, завтра же узнаем.